В одном из прошлых видео я рассказал о наших спальных мешках Aegis Max Ultra Future 1 и Severa Iri -6. Сегодня же поговорим о нашей спальной системе. В ее состав входят каремат, надувные матрасы, спальные мешки и, конечно же, надувные подушки. Я считаю, это все, что нужно для комфортного сна. Палатку тоже можно считать внешней частью спальной системы. Она создает микроклимат, защищает от ветра, от осадков, дает тепло. В палатке обычно на градусов 5-6, а то и больше, теплее, чем снаружи. Но все-таки основное тепло и комфорт для сна дает спальная система. Начнем с карематов. Когда-то мы на них только и спали. А помню времена, когда у нас и карематов не было. На дно палатки стелили покрывало, суконное одеяло. Под днище палатки стелили лапник, если была возможность. Спали в тяжеленных ватных спальниках. Бывало очень холодно. Конечно, у карематов есть ряд достоинств. Это невысокая цена, вес, надежность. Они не боятся проколов, других повреждений. Но и в то же время есть и недостатки. Это слабая теплоизоляция и жесткость. Когда спишь на нем, чувствуешь каждую неровность земли. Сейчас карематы у нас выполняют вспомогательную функцию. Защищают надувные матрасы от проколов, от повреждений и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию. У меня тонкий серебристый коврик толщиной всего 0,25 сантиметра, длиной 2 метра и шириной 1 метр. Весит он совсем немного, грамм 200, наверное. И он спокойно помещается в рюкзак. У напарницы складной каремат гармошка Nature Hike длиной 185 сантиметров, толщина 1,8 сантиметра. Он выполнен из пеноматериала EVA с алюминиевым покрытием. Это покрытие уменьшает теплопотери, а ячеистая структура делает коврик мягче и компактнее. В комплекте с этим карематом чехол. Это удобно при переноске снаружи рюкзака. Коврик не так треплется ветками. Эту пенку мы еще используем в качестве сидушки. И также она иногда служит хорошей ветрозащитой для горелки. Наверное, можно было бы обойтись без карематов, ведь они добавляют веса. Например, гармошка та же весит около 500 граммов. Также они добавляют объема. Тем более, кроме днища палатки, надувашку защищает еще и футпринт. Но все равно носим как дополнительную защиту. Далее поверх каремата кладем утепленный надувной матрас. Вот он реально увеличивает комфорт сна и намного лучше удерживает тепло, чем каремат. Надувные ковры у нас Nature Hike с R-value 3,5. R-value это коэффициент теплоизоляции. Чем он выше, тем теплее. R-value 3,5 это средний уровень теплоизоляции, подходящий для трехсезонного использования. Комфортно примерно до -5 градусов. Конечно, при использовании соответствующего спальника. Материал надувашек нейлон 20 денье с внутренним ТПУ покрытием. Что такое ТПУ? Это термопластичный полиуретан. Такая прозрачная, эластичная пленка внутри, почти невидимая, но именно она держит воздух
делает коврик герметичным, защищает от влаги. Коврик не трескается на холоде. И таким образом ТПУ продлевает срок службы матраса. Коврики утепленные. Внутри термоперегородки из металлизированного лавсана, которые отражают тепло тела обратно, создавая своеобразный такой эффект термоса. Размеры. Один 196 сантиметров. Это мой. Другой 183 сантиметра. Ширина у обоих одинаковая, 64 сантиметра. Толщина 7 сантиметров. Форма прямоугольная. Вес того, у которого длина 183 сантиметра, 550 граммов. У 196 сантиметров вес 650 граммов. Естественно, при надувании они немного укорачиваются на сантиметра 3-5. По отзывам в сети эти ковры выдерживают 70-80 ночевок. Если учесть, что мы в этом сезоне провели 21 ночевку, сегодня у нас будет 22-я, нам на года 4-5 может хватить. Надеемся. В комплект входят насосы-мешки, которые мы также используем в качестве гермомешков для спальников. В упакованном виде ковры имеют небольшой размер. Это, кстати, одна из причин, почему мы приобрели надувные, а не самонадувающиеся матрасы. Качество сна с покупкой надувных ковров намного выросло. Спишь почти не просыпаясь, очень тепло и, естественно, очень хорошо высыпаешься. Без них теперь никуда. Про шуршание и сползание. Шуршание, да, есть небольшое, но мы его не замечаем. Я ни разу не припомню, чтобы мешало заснуть или во сне. Сползание тоже небольшое есть, если палатка стоит не на ровной площадке, но тоже ни разу не мешало сну. Подложенные на край вещи решают эту проблему. Да и сама палатка ограничивает сползание. В целом коврами очень довольны. Это лучшая бюджетная замена дорогим, например, терморесту. Да, также в комплект еще входит ремнабор из заплаток. Пока ими не пользовались. Надеюсь, и не воспользуемся. После похода мы храним надувашки в расправленном состоянии на шкафу. Чтобы слой ТПУ не деградировал, после похода надо дома в тепле надуть мешком и подержать надутым часок, а потом сдуть. Стоит эту процедуру повторить еще раз. Таким образом из ковра удаляется конденсат. Если хранить коврик с влагой внутри, ТПУ покрытие может деградировать. И коврик со временем может начать пропускать воздух. Также важно не оставлять надутый коврик в палатке под солнцем. Воздух расширяется, давление повышается, могут лопнуть швы или образоваться грыжи. Ну а теперь перейдем к спальникам. Спальник – это основной элемент спальной системы, который отвечает за тепло. О них я уже подробно рассказал в предыдущем видео. Сейчас коротко. Спальники у нас Aegis Max Ultra Future 1L, утиный пух, продавцом заявлено FP 800. Наполнение 580 грамм, вес спальника 970 грамм. Температура комфорта 0 градусов, лимит комфорт минус 5. Длина 210 сантиметров. Ширина в плечах 80 сантиметров. Идеально для роста 188 сантиметров. Второй спальник – это Severa Iri -6. Размер REG. Гусиный пух
Филпауэ 850+. Вес пуха около 400 граммов, вес спальника 720 грамм. Температура комфорта 0 градусов, лимит комфорт минус 5,6. Его длина 199 сантиметров, в плечах 77 сантиметров. Хорошо подходит для моей напарницы, у которой рост 176 сантиметров. У обоих теплые швы, теплые молнии, утягивающиеся капюшоны. Спальниками очень довольны, особенно Северой. Это, конечно, топовый спальник. Легкий, сухой и очень теплый. Единственный его недостаток — он почти в 3 раза дороже моего Aegis Max. Aegis Max тоже неплох. В нем пока ни разу не мерз. Единственное, на спине у него поменьше пуха. У него, по-моему, соотношение 60/40. И когда спал на боку, несколько раз чувствовал холодок. Также еще молния нередко закусывает. Ну и, наконец, надувная подушка. Мелочь, но от нее, оказывается, тоже сильно зависит, насколько удобно будет спать ночью. Подушки у нас Nature Hike, весом около 100 грамм каждая. Я, честно говоря, к ним вначале совсем несерьезно относился. Считал это излишеством. Брал какой-нибудь мешок, например, компрессионный мешок от спальника, набивал его различными шмутками и использовал в качестве подушки. Но всего одна ночь на надувной подушке перевернула все мое сознание. Качество сна на подушке все-таки выше, чем без нее. Поэтому теперь берем их с собой в походы всегда. Общий вес моей спальной системы 1756 граммов. Вес второй спальной системы 1768 грамм. Вроде и спальник легче, и ковер, но за счет того, что гармошка тяжелая, они практически одинаковые по весу. Все вместе. Карематы, надувные матрасы, спальные мешки и надувные подушки — это и есть наша спальная система. Легкая, надежная, компактная. Эта спальная система у нас работает с апреля месяца и по середину октября. То есть весь летний походный сезон. Пока не подводила. Ночевки у нас в основном были в высокогорье, на высотах от 3200 до 3500. Было тепло, сухо и комфортно. Я считаю, что такая спальная система хорошо подходит для ночевок в высокогорье летом, возможно и осенью, и весной, но мы не ночуем весной и осенью в высокогорье, так как там сейчас по-настоящему зимние ночевки. Ой, нет, ошибся. Весной мы тоже не раз ночевали выше 3000 метров. Например, эта ночевка в мае была на высоте 3160 метров под многочасовыми осадками, сильным ветром и грозой. Так что наша спальная система прошла проверку в высокогорье Заилийского Алатау и весной. Весной и осенью мы обычно в Среднегорье и даже в Низкогорье, как сегодня. В комментариях, пожалуйста, напишите, какие спальные системы используете вы. Будет очень интересно. 19 октября, 6 утра. Провели 22-ю ночевку в этом сезоне. На улице холодно и сыро, а нам было тепло и сухо. Спасибо нашим спальным системам.